Здравствуйте, друзья! В этом видео очень-очень подробный мастер-класс, как собрать пеблика. Чтобы вам было удобнее, я предлагаю воспользоваться таймингом, чтобы не смотреть подробно, кому это не нужно. И еще раз хочу напомнить, что в предыдущих видео вверху экрана на русском и на английском языке написана полностью схема вязания. Ну и также я надеюсь, что вы умеете пользоваться субтитрами и сможете перевести видео на любой нужный вам язык. Итак, у нас есть фигурка, которую мы набили холофайбером, зашили и очень тщательно проработали форму, чтобы у нас получилась вот такая вот небольшая трапеция. Первое, что мы должны сделать, это найти центр. А вот я вам показывала в предыдущих видео, что линия, где мы вязали за задние полупетли, она немножко имеет такую ступеньку. Вот это будет задняя часть. А без ступеньки, вот здесь вот ровненькая линия, это будет мордочка нашего пеблика. Мы отступаем 4 ряда вот этой верхней линии. И под 4-м рядом, ровно по центру, мы вкалываем нашу булавочку. Чтобы вышить мордочку, давайте, пожалуйста, сделаем разметку. Для этого от центральной иголки отступаем влево 1 столбик и вправо 1 столбик. И помещаем туда иголки. Это нужно для того, чтобы ровненько вышить носик. Отступаем еще 1 столбик вниз. И от нижней иголки тоже по одному столбику в левую и в правую сторону. И вот что у нас должно получиться. Можно, конечно, и не пользоваться иголками, но так точно вы не ошибетесь, и у вас все очень ровненько получится. Берем черную нитку, не очень толстую, она у меня в 2 сложения, и желательно острую иголку. Вводим иголку где-нибудь снизу туловища, обязательно между столбиками, и выводим ее вот в самую крайнюю точку, где у нас стоит булавка, и выводим оттуда иглу. Иголки можно немножечко приезжать, чтобы они не мешали. Следующий прокол мы делаем в крайнюю точку, где у нас стоит правая самая иголочка нижняя, и следующий прокол в центр. Вот таким образом. Когда мы попали в нужные нам места, мы иголочки убираем. Таким образом заводим нашу нить в центр, и у нас получился ротик. Теперь нужно сделать так, чтобы была такая по центру небольшая линия, которая соприкасается с носиком. И чтобы ее получить, мы вводим иголочку в точку, где у нас стоит самая центральная иголка. А выводим ее в точку, там, где стоит иголка, влево на 1 столбик. Иголочки убираем. Затягиваем аккуратненько. И следующий прокол в нашу последнюю иголку. И возвращаемся в это же отверстие, где у нас должен быть носик. Сейчас мы сделаем несколько стежков вот в эту же линию верхнюю, для того, чтобы носик был немножечко толще линия, чем нижняя. Здесь очень аккуратно, не торопитесь. И затем возвращаемся
в это же отверстие, откуда мы выводили нашу нить. Если это сделано правильно между столбиков, здесь мы завяжем узелок и спрячем хвостики внутри туловища. Узелок спрячется внутри туловища, и все будет очень аккуратно. Вязаем хвостики и прячем внутри туловища. Вот у нас уже готов носик и ротик. Глазки. Глазки у нас особенные. Они должны быть немножко выпуклые. Посмотрите, у нас в середине глаза очень много всяких разных ниточек. Их нужно аккуратненько завязать, но не слишком плотно, не слишком туго, чтобы был свободный такой узелок, чтобы глаз не перекосился. И все эти ниточки аккуратненько спрятать внутрь. За счет этих ниточек у нас получится такая немножко выпуклость, немножко форму они будут держать, потому что в глазке мы не будем использовать наполнитель. Теперь обратите внимание такой момент. Ниточка, которой мы вязали глазки, она двойная. С помощью крючка мы ее выводим на изнаночную сторону. Разделяем эту нить на две. Одну ниточку мы оставляем, с ее помощью мы пришьем глазик, а вот вторую мы завяжем узелком с теми ниточками, которые у нас уже висят с изнаночной стороны, и обрежем. Обрежем не очень коротко, аккуратненько уложим, и эти ниточки будут такой своеобразной подушечкой. Что должно получиться? Теперь обратите внимание, там, где мы вязали за задние петли, у нас получается линия изгиба. И мы должны вот так вот аккуратно ее по этой линии глазик присобрать, чтобы он был немножко выпуклым. И вот таким образом будем его пришивать. Чтобы пришить глазки ровно и не ошибиться, важный момент для любой игрушки. Делайте разметку. В данном случае мы от края носика отступаем по 2 столбика и помещаем туда иголки. Иголочки станут как бы ограничителем. Мы будем знать, что глазик сдвигать в эти стороны никак нельзя. Не жалейте иголочек, потому что чем более надежно будет приколота деталька, тем ровнее вы ее пришьете. Вот так вот присоберите глазик. Очень удобно воспользоваться деревянной палочкой для того, чтобы подровнять, чтобы глазик был со всех сторон одинаковый, чтобы не было перекоса. Я бы даже сказала, что это какая-то в степени ювелирная работа. Поэтому не торопитесь и наберитесь терпения. И обязательно все получится. Таким же образом мы прикалываем второй глазик. И здесь очень важно проверять все расстояния. Расстояние от носа до глаза, расстояние сверху на одной линии, расстояние снизу. Все должно быть очень четко и симметрично. Проверьте по осям. В общем, не пожалейте времени, чтобы выровнять наши детальки. От этого зависит вид игрушки в итоге. Взять еще линеечку и проверить, чтобы глазки были
одинакового размера. Берем острую иголочку и начинаем пришивать глазик. Для того, чтобы очень аккуратно пришить любую детальку, для того, чтобы это было незаметно, есть совсем простой секрет. Нужно иголочку вводить как можно ближе к той детальке, которую вы пришиваете. Вот прям очень-очень близко. Ну и здесь мы делаем один прокол в туловище, и второй мы захватываем полностью, вот обратите внимание, не за одну петелечку, а за 2 стенки. Когда мы вытягиваем нить, мы глазик обязательно придерживаем. Потому что если вы будете тянуть нить и не придерживать глаз, он может сдвинуться, несмотря на то, что вы очень хорошо его прикололи иголками. И потом все труды, конечно, очень будет жаль. Поэтому придерживаем глаз и очень аккуратно затягиваем ниточку. Очень-очень аккуратно делаем это. Ну и прокол как можно ближе к самому глазу, как я уже сказала. Этот прием с разделением нити очень даже удобен тоже в том случае, когда хочется шить детальку максимально незаметно. И с помощью этой же нити я предлагаю вышить такое подобие блика. Представим себе, что этот круг — это циферблат часов, и верхняя точка — это 12 часов. И вот с помощью таких ориентиров можно ровно вышить любой блик. То есть вывести иглу где-то в районе 11 часов, вторую точку в районе 12 и в центр. Ну и точно так же на втором глазике. Вот этот блик, он еще нам поможет зафиксировать глаз, чтобы вот эта вот выпуклость, она все-таки была немножко зафиксирована. Поэтому вот мы прокол сделаем по центру глаза и выведем где-нибудь в нижней части и закрепим нить. И наш глаз будет очень такой оформленный. Закрепляем и тоже прячем ее внутрь детальки. То же самое мы проделываем и со вторым глазиком. Хвостик. Для того, чтобы ровно пришить хвостик, нужно его отцентровать. То есть посмотрите, чтобы середина хвостика, вот смотрите, та самая ступенька, которая говорит нам о том, что вот эта задняя часть тела пеблика, вот эта вот остренькая часть хвостика, она должна находиться ровно по центру и по линии быть на одной линии вместе с центром носа. Для того, чтобы обозначить центр, мы возьмем иголочку, и для того, чтобы нам было удобнее ориентироваться, вот мы ее поместим в задней части туловища. Прикалываем хвостик. Он находится на нижнем ряду над вот этой линией, которая тоже мы вязали ее за задние полупетли, если помните. Проверяем по осям, чтобы хвостик был ровненько по центру на одной линии. Удобно это делать с помощью линейки или палочки. Заправляем ниточку. Здесь я использовала нить той же толщины, как мы и вязали. Хвостик будем пришивать за 2 стороны. То есть каждую сторону мы пришьем отдельно. То есть вы не прокалываете сейчас хвостик полностью насквозь, а пришиваете сначала одну сторону детальки, вот таким образом за
полностью столбик. И затем по кругу пришиваем другую сторону. И смотрим, чтобы хвостик ровненько ложился по одной линии. То есть тоже вытягиваем нить. И каждый раз, когда мы вытянули нить, мы проверяем, не сдвинулся ли наш хвостик. И вот таким вот образом пришиваем по кругу. И нижнюю часть. И теперь пришиваем верхнюю. Я показывала, что ниточка, с помощью которой мы закончили вязание, она должна быть строго сбоку. Тогда удобнее пришивать детальку. У нас должно получиться. Ножки. Мне кажется, это самое сложное, что есть в сборке этой фигурки. Во-первых, ножки я расположила, ну мне так показалось, что будет красивее, не на одной линии. Значит, я отступила по 3 ряда сбоку для первых вот этих передних ножек. И разместить их нужно немножечко под углом внутрь. Проследите, чтобы они были на одной линии, чтобы не было так одна выше, другая ниже. Прикалывайте надежно, чтобы ничего не смещалось. Задние ножки я разместила, отступив 2 ряда от края туловища. Видите, немножечко сместились. То есть они немножко, получается, шире будут расположены. Но это будет незаметно, потому что деталька вязалась по спирали. И не всегда нужно, чтобы на одном расстоянии располагались детальки. Зрительно было все симметрично. Делаем ножки и проверяем все расстояния. Расстояние от хвостика до ножки, расстояние от края мордочки до ножек, расстояние между ножками. Все это нужно проверить. Ну и пришиваем. Я пришила все ножки, и на последней покажу вам, как я это делала. Ножку нужно тоже пришивать по кругу за каждую петельку и вводить иголку через 2 вот эти вот полупетли. Сделали стежок, проверили, как стоит ножка, чтобы она никуда не уехала, не перекосилась. И уверяю вас, это очень непросто, потому что деталька маленькая. Поэтому каждый раз после каждого стежка мы проверяем, где же будет находиться наша ножка. Располагаться немножечко направление внутрь. Чтобы ножки наши были немножко внутрь, мы, когда их вязали, сделали один неполный ряд, заканчивали 3 столбика без накида. И вот как раз таки ножка получилась, у нее край такой не особо ровный, одна часть чуть выше. И вот эта вот часть, которая чуть выше, она должна находиться по наружному краю туловища. А та, которая ниже, она внутри. Ну, вы увидите, когда будете пришивать.
Напишите в комментариях, как вам это удалось, буду очень признательна, даже если вы будете очень ругаться. Здорово увидеть, какие пеблики у вас получились. Поэтому, если кто-нибудь в комментариях оставит ссылку на свою работу, это будет очень здорово. Мы пришили ножку, закрепляем узелком ниточку. Вот обратите еще раз внимание, как я это делаю. Это помогает избежать таких странных самозавязывающихся узлов, которые все портят. И вот такие вот ножки получились. Видите, пеблик стоит, все с ним хорошо. А сейчас мы будем вышивать клевер. Опять же, чтобы вышить клевер, сначала нужно сделать разметку. Отступаем 2 столбика от края глаза, затем еще 2 столбика и еще 2 столбика. И размещаем подряд 3 иглы. От центральной вверх иголку на 2 столбика вверх и от центральной вниз на 2 столбика. И у нас таким образом получится квадрат. И с помощью иголок нам будет легче вышить лепестки. Думала сделать 3 столбика, но все-таки фигурка маленькая, 2 столбика вполне достаточно. Также мы размещаем иголочки с другой стороны, чтобы все было симметрично. Отступаем по 2 столбика в стороны и вверх. Кто давно вышивают, они, конечно, справятся и без булавок, но я думаю, что так удобнее и аккуратнее получится. Возьмем линеечку на всякий случай, проверим, чтобы расстояния были одинаковыми. А вдруг рука дрогнула, правда? Вводим нить между столбиками с какого-нибудь удобного места. Это белая ниточка. У меня она двойная. И выводим первый прокол в центр. И иголочку центральную убираем. Хвостик, с его помощью мы потом завяжем узелок. Снова возвращаемся в центр. И следующий прокол мы делаем в то место, где у нас стоит верхняя иголка. Вот таким образом. Должна оказаться в центре петли. Очень аккуратно затягиваем, чтобы лепестки были одинакового размера. Придерживаем наш лепесток и вводим иглу очень-очень близко с местом, где был прокол, где стояла верхняя иголка, для того, чтобы этот лепесток зафиксировать. Снова придерживаем и возвращаемся в центральное отверстие. Придерживайте, чтобы ничего не нарушилось. Из центра мы выходим в то место, где у нас стояла нижняя иголка. Ну, то есть все то же самое мы повторяем. Делаем такую петелечку, чтобы она была одинакового размера. И возвращаемся снова в центр. Таким образом мы делаем все наши лепестки.
Когда мы сделали все наши лепестки, нужно зафиксировать их. Грубо говоря, их нужно пришить к туловищу. То есть мы делаем очень тонкие стежки и просто вот эти вот по краю ниточки очень аккуратно пришиваем к туловищу. Располагаем стежок очень близко к тому месту, где у нас был край листика, и просто пришиваем. Делаем это максимально, насколько возможно, незаметно. Чтобы эти листики было легче пришить, найдите самую острую тонкую иглу, которую можно, потому что тупой иголкой это будет сделать очень сложно. Того, как мы пришили наши листики к туловищу, выводим ниточку в то место, откуда мы начинали нашу вышивку, завязываем узелок и прячем в туловище, как обычно. Точно так же вышиваем клевер с другой стороны туловища. Ну и фигурку можно оставить как есть, а можно сделать петельку для брелкового крепления. Ссылку на видео, как это сделать, я оставлю в описании. Ну и все, я поздравляю вас. Пеблик готов. Я рада, что вы были со мной. Большое спасибо за подписки, за лайки, за комментарии. Увидимся.